Всем привет. Проверка связи. Напишите в чате, пожалуйста, качество картинки хорошее, звук как слышно, нормально, ненормально. Пошел чекать чат. Все, супер. Потихоньку подключаются ребята. Сегодня мы будем анимировать в фигме, создавать эффект скролла и анимацию при скролле для того, чтобы красиво и четко презентовать свой лендинг, там, любой интеракшн придумать и так далее, чтобы создать вау-эффект перед клиентом, да и сам от этого быть немножечко в шоке. Вот. У нас сегодня будет необычный такой стрим, как было ранее, там, где были презентации, рассказывали какие-то термины и тому подобное. Здесь будет больше показано о процессе работы, как создается анимация. Пройдемся по мельчайшим деталям и создадим общую конструкцию. Сегодня мы будем анимировать вот этот сайт, который делало агентство Куберта. То есть у нас вот при скролле есть хорошие интеракшены. И сегодня мы будем анимировать в фигме именно вот этот лендинг с параллаксами, с ховерами и так далее. Вот, я постараюсь сегодня заанимировать максимальное количество блоков, как у нас позволяет время, но сразу скажу вам, у вас будет домашнее задание для тех, кто хочет себя прокачать и научиться создавать анимацию в фигме и воплощать это в ваши проекты. Одно еще такое замечание и пунктик. Этот воркшоп, этот стрим не просто так. Желательно внедрять в свой процесс анимации для того, чтобы показывать, как это будет работать в реале. Паттерны анимации, они практически одинаковые, и возможно в фигме их создать, и у вас не будет никаких проблем создать какую-то анимацию. Если она чересчур там сложная по типу 3D, крутилок и тому подобное, понятно, что это можно описать или найти референс. Но зачастую, когда на лендинге просто добавляется тикет с ссылкой на какой-то сайт и говорится, вот здесь будет ховер при кнопке такой-то, то это все можно сделать в фигме и показать. Вот. У нас есть сайт в фигме задизайненный. Спасибо Андрею Наконечному, помог мне собрать этот лендинг, так как в свободном доступе его не было. Вот, и мы начнем, в принципе, анимировать структурированно. Начнем с мелких деталей. Будет у нас такая иерархия анимации для того, чтобы собрать полный лендос. Вот. Начнем с того, что у нас есть анимация при ховере на пункты меню. Они у нас практически одинаковые, плюс зафиксированное меню. И как это сделать? Значит, мы берем, допустим, один из текстовых блоков, называем его меню item, например. Создаем из него компонент. Создаем компонент, и здесь у нас есть справа variants. Нажимаем на него, у нас создается вариант. Его мы перекрашиваем в фиолетовый цвет. Здесь желательно писать, что это hover property. Мы написали, и теперь его перекрашиваем в фиолетовый цвет. Вот. Теперь мы выбираем вот этот пункт. Переходим в прототип. У нас появляется вот такая точка. Мы перетягиваем сюда и показываем ему, что while hovering. И обязательно ставим Smart Animate. Smart Animate — это такая штука, которая понимает ваше предыдущее состояние у объекта и конечное. И между ним создает эту анимацию. Вот.
Этот компонент у нас создан. Мы берем, допустим, вот этот меню item. Мы можем зайти в Assets. Вот у нас меню item, перетянуть этот компонент. Ну или скопировать материнский, и у нас будет дочерний. И пишем здесь наши пункты, которые нужны. Например, PyPotion. Pricing. Integrations. Focus. Вот, ну у нас еще есть логин. Вот я их сюда, у меня здесь уже макет есть, я их сейчас вставлю, но вам надо будет это сразу в дизайне учесть. Теперь мы переходим в прототип, нажимаем Play. И смотрим, что у нас получается. У нас при ховере на данные пункты аналогичная анимация, как в веб-сайте. Вот, следующим у нас будет кнопка. Кнопка здесь, в принципе, очень интересная. Если увидеть такой вот желейный эффект, плюс появляется при ховере еще два дополнительных шейпа. Сейчас покажу, как это сделать. У нас есть макет. У нас есть, например, кнопка. Так, кнопка у нас состоит из шейпа с скругленными углами, в котором есть текст. Вот. Создаем из этого frame selection. Теперь у нас это кнопка, да? Вот пишем button big, например. Увеличиваем немножко у него расстояние в самом фрейме, для того, чтобы у нас происходила внутри этого фрейма сама анимация. Так, создаем из этого компонент, как и ранее, и делаем из него вариант. Вот, но возвращаемся назад. Есть очень важная особенность. Есть очень важная особенность, что у этой кнопки, есть два дополнительных цвета внутри нее, которые появляются. Как нам это сделать? Тут мы прибегаем к функции маски. Например, мы создаем один, то есть я сейчас продублировал вот этот вот shape, продублировал его, делаю из него более светлый, смещаю еще и делаю еще светлее. Так. У нас тут первый идет темный, потом светлый. Тут у нас идет темный, потом светлый. Мы дублируем еще раз. То есть я сейчас вырезал через Command X вот эти две фигуры, которые я нарисовал. Дублирую этот shape, создаю из нее маску. И уже в саму маску я вставляю вот эти два объекта. Перемещаю их левее. То есть если мы сейчас нажмем Clip Content, у нас ничего не происходит. Перемещаю их левее, и вы видите, что у нас оно находится в маске. Вот эти объекты. Если мы перейдем в такой режим, вы видите, что у нас они находятся левее. И нам нужно сделать анимацию, чтобы сначала прибежал один, потом прибежал другой. Как это сделать?
у нас есть вот эти два шейпа. Мы из этого делаем вариант. И уже в дополнительные кнопки мы вот в слоях приводим это сюда. Это приводим сюда. Вот. И привязываем опять же к этой кнопке на вот эту через прототип эффект hover. Давайте посмотрим, что получается, если мы ставим ее вот сюда. Да, потому что в чате война какая-то происходит. Вот, смотрим, что у нас получается. Вот увидите, что у нас прибегает одна, потом другая. Другой шейп. Что нам нужно сделать? Я сейчас просто нужно на самом деле интуитивно играть. И представьте себе в голове, что... Представьте сюжет. То есть вы в данном случае режиссер, это ваше кино, и вы должны продумывать эти эффекты. То есть что происходит, когда, допустим, мы что-то увеличим, что-то уменьшим, растянем и тому подобное. Подумать о всех вот этих вот состояниях кнопки. Также мы можем задать тайминг. Например, я здесь сделаю 700, чтобы плавнее анимация сработала. Вот. Но помимо этого у нас еще есть bounce эффект у кнопки. Как это сделать? Я ранее вам говорил, что увеличить shape. Для этого нам нужно просто взять, выделить два последних слоя, маску и основной наш shape, и растянуть ее чуть-чуть по горизонтали. Растягиваем по горизонтали и видим, что у нас происходит такое вот растяжение данной кнопки. Я заранее продумал изинги. Вот тут мы можем перейти в Custom Easier, Custom Bezier, и вот тут вставить параметры. Я их тоже скину. Вот, должен появиться bounce эффект такой. Ну, если видите, вот идет такой дын-дын, желейка. Так, увеличу скорость. Это слишком быстро. Ну, допустим, вот оно у нас будет вот так. Вот, у нас теперь есть два компонента. Это item и это кнопка. Также у нас кнопка еще здесь. Мы можем взять наш компонент, вставить ее вот сюда, нажать K или вот тут вот Scale и уменьшить. В данном случае так делать можно, чтобы сохранить анимацию. Вот, что еще у нас есть? Тут у нас при ховере еще стрелка отъезжает. Значит, мы в объекте, в котором есть ховер, смещаем стрелку немножко правее. И у нас тут же смещается, и тут смещается. Но мы можем здесь, например, убрать эту стрелочку. Она нам не нужна. Ну, тогда смещается объект. Не суть. У нас есть такая анимация. Что мы делаем следующее? Мы анимируем скролл. То есть у нас появляется такой вот круг и заполняет пространство. Сейчас мы будем уже приступать к скроллингу. Я советую продублировать фрейм, оставить вот этот основной без каких-либо изменений. И начинаем анимировать. У нас есть в прототипе вот здесь дополнительные настройки по типу девайса и так далее. Например, мы указываем, то есть мы себе фиксируем в голове, что у нас будет показываться вот такая вот высота экрана всегда. То есть, да, вот она у нас будет идти.
такая высота экрана. В данном случае у нас 760, 1440. Мы заходим в прототип и размер делаем custom size и пишем здесь 1440 на 760. Переходим в прототип и видим, что у нас сузился вот этот экран. Сузился экран, и мы к нему можем вообще дополнительные параметры сделать. Например, переходим во фрейм и делаем ему скругление. Так, что здесь не срабатывает, сорян. Но также самым прототипом можем поменять цвет бэкграунда, например, на вот какой-то вот такой, но чуть-чуть темнее. И вот у нас есть презентационный такой вид. Вот тут идет у нас скролл. Но сейчас пока без анимации, но как сделать эту анимацию, мы идем дальше. Еще очень важная особенность, такой лайфхак. Если вы видите, вот здесь скроллим, то у нас логотип меняет цвет. Черный, а на темном фоне становится белый. Есть один такой лайфхак, который я иногда делаю в дизайне. То есть любой черный цвет мы можем перекрасить в белый, сделать эффект difference в режиме наложения. Здесь делаем difference и делаем белого цвета. И можем сделать здесь fix position while scrolling. Теперь, когда мы скроллим, так, вот, ага, не тот фрейм был. Теперь, когда мы скроллим, у нас зафиксировано меню. И когда он попадает у нас на какой-то темный цвет, он у нас становится инвертированным. То есть это такой маленький лайфхак. Вот. Приступаем к анимации. Мы открываем линейку Shift-R и фиксируем, что у нас вот эта вот высота, плюс-минус, то есть неважно. Теперь нам нужно сделать анимацию первого блока вот этого. Мы дублируем слой, фрейм. И нам нужно, например, вот здесь сейчас мы удаляем. Объясню почему. Удаляем. Рисуем новый shape. Вот он у нас. Ставим его, например, вот под видео. Вот у нас должна быть вот такая вот анимация. Находим вот этот. Мы делаем вот так. Смещаем сюда. Смещаем сюда. И прячем его за видео. Дублируем это еще раз. И вот здесь находим этот слой. Вот он у нас. И растягиваем. Растягиваем до какого-то определенного вида, который нам нужен. Вот так, например. Выделяем все, что у нас есть во фрейме. И поднимаем область. Вот у нас должна быть вот так вот. И поднимаем область до вот этих текстов. И, конечно, кроме менюшки можно. Приподнимаем, у нас вот эта зона. Мы ее растягиваем. И что у нас происходит, когда мы анимируем? Давайте посмотрим. Выбираем вот этот фрейм. Переходим в прототип. Перетягиваем вот сюда. И указываем ему on-click. Здесь ставим custom. Или же easy in back. Нет, это не то. Вот. Easy in and out.
Здесь ставлю параметры я по-разному, иногда там 1500, но обязательно on click Smart Animate. Теперь мы переходим сюда, кликаем, у нас происходит анимация. Вот, кликаем, происходит анимация. Это нужно для того, что когда вы будете скидывать прототип, обязательно уточните, что анимация происходит только при клике. И тем самым вы можете просто записать этот экран, и у вас происходит такая вот анимация. Вот у вас происходит такая анимация. То есть у вас есть вот эти ховеры, которые были. При клике у вас происходит вот такая анимация. Идем дальше. Что у нас происходит на сайте? У нас есть этот заголовок. Он у нас смещается и приезжает другой. То, что я вам ранее говорил, вы должны себе продумать в голове эти действия. Если сейчас я нажму сюда и перейду, выключу Clip Content, вы видите, что у меня спрятаны еще за фреймом дополнительные тексты и карточки. Теперь я перехожу вот сюда, дублирую его, выбираю слой с текстом, он у меня вот так, и перемещаю. Переместил. Но еще важная вещь, что она идет с нулевой прозрачности в 100%. Я перехожу обратно на предыдущий слой, выбираю этот текст, то есть Convert More Sales. Ставлю вот здесь прозрачность 0. Здесь оставляю 100. И еще важная вещь, у нас сохранились параметры клика. Мы просто переходим на этот фрейм, перетягиваем сюда, и все, у нас остались все эти параметры. Кликаем. Так, ничего не происходит. Идем разбираться. У нас где-то вышел за фрейм слой. Так, дублируем еще раз. Перетягиваем. Здесь делаю 0. Вот. Третий слайд мне нужно сделать. Я повторяю те же самые действия. Перехожу вот сюда. Выбираю текст. Ставлю здесь 0. И видите, если я выделю этот слой, вот, в режиме прототипа он должен мне вот подсвечивать, что у меня есть вот здесь, что у меня есть еще такой же объект в другом фрейме. Это обязательно нужно помнить, что должны быть одинаковые названия, должны быть поочередность слоев, то же самое, чтобы сработала анимация. Если у вас что-то сместилось или другое название фрейма, слоя, то анимация не сработает. Так, мы идем сюда. Здесь у нас 0. Переходим сюда. Здесь у нас 100. Но смещаем. Опять переходим во фрейм, прототип, связываем эти слои. Вот, теперь откатимся назад. Что у нас происходит? У нас есть такой вот скролл, но он не рабочий, желательно этого не делать. Кликаем. Так, навелись, ховер, клик. У нас поехал shape, клик, раз, два. Что у нас идет дальше? Раз, два. Раз, два. И у нас
выпадают вот эти вот штуки. Выпадают эти штуки, как нам это сделать? И еще, видите, у нас тут заканчивается фрейм с закругленными углами. Это тоже можно сделать. Это можно продублировать еще раз. И здесь сделать такой вот обманный маневр. Я на глаз сейчас делаю, чтобы просто показать. Вот, и мы отсюда делаем прототип, связываем их и делаем after delay, то есть через секунду у нас происходит плавная смена. Вот. Ну, это, опять же, костыль, но он рабочий. Раз, два, три. Идем дальше. Что делаем дальше? Дальше нам нужно, чтобы вот эти штуки попадали. Мы дублируем этот слой. Так, давайте напишите пару комментариев. Круто, не круто, что-то новое. Я сейчас прочитаю пока. Давайте я на комментарии и на вопросы отвечу позже, в конце. Так, что-то проблемы с чатом. Да, в Египте. Так, двигаемся дальше. У нас есть вот эти вот посыпанные элементы. Как это сделать? Нам нужно перейти в предыдущие вот эти вот штуки, поднять их наверх. Поднимаем их наверх. По слоям мы должны их спустить под этот shape. Так, сейчас. По слоям мы должны его отпустить на этот shape. Да ё-моё. И вот здесь мы начинаем искажать вот эти вот штуки. Это поворачиваем так, это сюда, поднимаем выше. Короче, играемся и тому подобное. Вот мы уже в голове должны у себя прорежиссировать, как это будет происходить. То есть из такого состояния они падают. На while scrolling анимация не происходит.
У него нет у фигмы такой функции, что когда попадает в центральную позицию блок, проигрывается анимация. Такого нет, к сожалению. Ставим здесь, например, 0. И здесь у нас есть эта позиция. Теперь мы анимируем отсюда. Вот сюда. Ставим on-click, Smart Animate, 1500. И смотрим, что происходит. Ага, я ж не сместил. И смещаем вот здесь еще выше. Опять на позицию экрана. Вот у нас должно быть где-то вот так. Вот это заанимировали. Дальше нам нужно заанимировать вот это вот движение при слайдере, да? Мы идем дальше, дублируем. Опять выделяем все. Смещаем выше. Сместили. Продублировали. И вот здесь мы перемещаем. Например, у нас при клике уходит влево. Мы делаем вот так. Переходим сюда. Выбираем вот эту стрелку навигации. Переходим в прототип. Переходим в прототип и показываем, что on-click у нас будет анимация вот эта. Но видите, какая здесь анимация такая резкая. Переходим в Custom Easing и искажаем вот так. А здесь мы на эту стрелочку похоже делаем, только указываем назад. Что у нас происходит? Мы вот здесь не заанимировали. Так. Easy in and out. Поднялась. Стрелка. Раз. Два. Проверяем. Ну, здесь более быстро. Вправо. Влево. Движемся дальше. Мы снова дублируем этот слой. И мы видим, что здесь у нас есть бегущая строка. Как сделать зацикленную бегущую строку? Мы берем наши логотипы, дублируем его, создаем еще один компонент, как мы делали ранее с вариантами. Мы делаем, например, Frame Selection, Clip Content, и создаем из него компонент. Создали. Делаем вариант. Называем его, там, например, Scroll. И смещаем вот эти логотипы. Да, желательно. Давайте откатимся назад. Возьмем эти логотипы
И продублируем еще раз. Например, зафиксируем как-то вот так. Создаем вариант. И здесь мы смещаем влево до повтора. Например, вот так. Теперь мы переходим к первому фрейму. Переходим в прототип. Перетаскиваем с точки стрелочку вниз. Делаем after delay 1 секунда. И линейную. Допустим, 300. Тут будет 500. Отсюда мы делаем сюда и указываем ему dissolve или instant. То есть, что ничего не происходит, но через там 5 секунд. Создаем еще один фрейм, смещаем это сюда, и это для превью. Смотрим, что у нас происходит. Вот, если вы видите, зацикленная бегущая строка, но она очень быстрая. Мы переходим обратно сюда, сюда, и указываем, что 2500. Вот бегущая строка зацикленная. Копируем. Ставим в макет. Дублируем. И смещаем выше. Указываем, что при клике от этого фрейма вот сюда у нас происходит Smart Animate, Easy In Out 1500. Давайте еще раз сначала посмотрим. Есть ховер, анимация. Так, где-то я пропустил. Мгм. Так, делаем сюда, он клик. Есть бегущая строка. Так, у нас бегущая строка. И есть вот такой параллакс эффект. То есть, видите, то есть у нас смещаются эти штуки. Дублируем слой. Смещаем это еще выше. Как-то
так. Нам нужно сделать, чтобы он из верхней точки спустился в самый низ. Значит, мы вот здесь делаем вот этот фрейм на верхнюю точку. Здесь мы указываем вниз. Создаем анимацию. Дублируем. И еще раз смещаем. Еще раз смещаем, но тут при смещении мы его еще раз опускаем вниз. То есть, видите, даже тут по кадровой анимации есть, что сверху он спускается в центр, потом вниз. Дублируем. И поднимаем выше. У нас есть вот такие вот падания этих штук. Тут все то же самое. Мы берем все вот эти фреймы, поднимаем выше. Всячески можем подеформировать их. Вот и прячу. Так, тут мы заанимировали. Тут анимируем сюда. И у нас происходит еще одна анимация. Вот параллакс, падание и так дальше. Вот. Давайте я здесь сейчас остановлюсь. У нас как раз есть еще время обсудить комментарии. Сделаю еще зацикленность. То есть отсюда мы сейчас рисуем еще один шейп, такой прозрачный. Например, белого цвета. Указываю, что вот здесь при клике у нас будет этот фрейм появляться. А если вот здесь мы кликнем, то возвращаемся на первый слой. Что у нас происходит? У нас он поднимается наверх. Вот, и мы можем пройтись по кругу. Вот я не тот фрейм выбрал, sorry. Выбираем вот этот фрейм. И смотрим еще раз. Есть ховер, анимация. Параллакс. Еще одна фишка, если вы видели, вот у нас сейчас появляется текст из изометрии. Покажу один прием, как это сделать на примере первого текста. Да? Мы переходим вот сюда. Выбираем этот текст. Нажимаем, выбираем плагин, надо вам поставить его. Плагин называется SkewDead. И вот здесь можем деформировать его. Например, вот так. Когда мы его деформируем, нажимаем Apply, делаем его меньше и ставим прозрачность 0. Что у нас происходит? Видели? То есть он появляется из перспективы. Как это сделано на вот этом сайте. То есть у нас текст появляется с перспективы, и здесь происходит то же самое. То есть опять же вам надо в голове смоделировать эти все ситуации, что происходит от одного объекта к другому. Соответственно, копируется ссылка на прототип, отправляется клиенту, лиду и так дальше, или же записывается экран, и у вас есть четкая анимация скролла с интеракшенами и так далее. Для того, чтобы показать
тот или иной эффект. Но вернусь, как ранее говорил, лучше всего создавать компоненты из тех элементов, которые повторяются. Например, вот я сделал искажение вот этого текста, единожды создается компонент с искажением, и потом вставляется в макет, и у вас анимация повторяется. В принципе, вот так вот такими шагами делается анимация скролла. То есть это анимация не при скролле, это анимация скролла. Это интуитивно, чтобы было понятно, что скроллится страничка. Вот. Могу показать еще пару примеров или скинуть позже в чат. Посмотрите, как мы реализовывали на других проектах анимацию. И пользуйтесь, делайте ваше домашнее задание. Мы остановились вот здесь. Я скинул фрейм. Продолжить анимацию от этого блока и до низа, изучая референс данного сайта. И еще важная штука. Вы видите, что вот здесь анимируются эти чудачки. У нас также самый видос. Как это сделать? Качаете или сохраняете любой видос, конвертируете его в GIF, вставляете фигму, и у вас проигрывается эта анимация. Еще одна такая живая вещь для того, чтобы показать для клиента, но на самом деле это просто GIF-анимация, которую вы можете использовать у себя в макете. В принципе, у меня все. Пару комментариев, давайте я буду отвечать сейчас. Да, Лоти в помощь. И еще один доклад по Лоти, тоже будет интересно. Так, идем по комментариям. Ты в Египте сейчас, я уже ответил. Через костыльник, как в оригинале будет. Да, анимация падающих штук, это легко сделать. То есть я же говорю, надо продумать первое состояние данного объекта и следующее. И вы можете, в принципе, методом тыка или прокручивания в фигме прототип смотреть, работает это или нет. Это намного быстрее, чем в After Effects ставить опорные точки, задавать анимацию, рендерить, смотреть, как это работает и так дальше. Да, тут смотрю уже 3GS и тому подобное. Я вначале говорил, что здесь не делаются сложные анимации. Здесь делаются примитивные паттерны для того, чтобы показать интеракшн и какие-то анимации взаимодействия и параллакс. Линию, скорее всего, можно. Я бы сейчас показал, но у нас нет времени. Это подскажу только, это делается через фреймы. Закидываешь эту линию полностью в фрейм, создаешь клип-контент, и когда у тебя анимация, ты смещаешь эту линию внутри фрейма. Тогда анимация будет работать. Да, смотрю немного вопросов. Можете похвалить, поругать, тоже будет полезно. Еще раз напомню за домашнее задание. Я скину в наш дизайн-чат. Желательно сделать, научиться и внедрять эти анимации уже в свои проекты. Стараться это делать все чаще и все качественней. И так мы придем к позитивному и к хорошему результату. Всем спасибо.